Бездомные котята, которым едва исполнилось 11 недель, из последних сил мчались по пыльной улице на окраине города. За ними гналась стая голодных бездомных собак, огромные, злые, с горящими голодом глазами. Их холодные, хищные взгляды были прикованы к двум крошечным силуэтам, белому и рыжему, которые отчаянно метались между кустами, старыми заборами и ржавыми гаражами. Котята слышали за спиной хриплый, надрывный лай и тяжелое, прерывистое дыхание, которое с каждой секундой становилось все ближе, все страшнее. Сердце каждого билось где-то в горле, лапки сбивались в кровь, но они продолжали бежать, потому что инстинкт жизни был сильнее страха и боли. Впереди показался высокий деревянный забор частного двора с приоткрытой калиткой. Сквозь щель виднелась зеленая трава и тень от старого дерева. Котята, не колеблясь ни секунды, бросились туда, понимая, что это их единственный шанс выжить. Они проскочили через узкую калитку и оказались в большом, просторном дворе, заросшем высокой мягкой травой. В следующую секунду собаки с диким лаем ворвались в калитку и бросились прямо к ним, рыча и щелкая зубами. В дальнем углу двора росло старое раскидистое дерево, огромное, с грубой шершавой корой и низкими, почти касающимися земли ветвями. Это было единственное укрытие на много метров вокруг. Котята рванули к нему, выкладываясь до конца. Первым добрался белый снежок, он резко подпрыгнул, из последних сил вонзив маленькие, но острые коготки в шершавый ствол. Его лапы на мгновение соскользнули по коре, оставляя тонкие царапины, но он отчаянно зацепился и начал карабкаться вверх. Рыжий лучик замешкался на секунду, и одна из собак едва не схватила его за хвост. Он издал испуганный писк, рванулся следом за братом, но его лапы соскальзывали, и он никак не мог зацепиться за кору. Снежок, уже успевший подняться на высоту нескольких веток, увидел это и резко спустился чуть ниже, протягивая свою маленькую лапку. Лучик из последних сил подпрыгнул, ухватился за шершавый ствол и, цепляясь за кору и за брата, наконец начал подниматься. Внизу собаки уже окружили дерево плотным кольцом. Они подпрыгивали, клацали зубами, пытаясь дотянуться до пушистых хвостов, и их злобный лай разносился по всей округе, нарушая утреннюю тишину. Котята поднимались все выше, пока не добрались до узкой развилки ветвей, где можно было наконец остановиться и перевести дыхание. И вдруг одна старая сухая ветка, не выдержав их двойного веса, треснула и царапнула Снежка по шее, оставив неглубокий, но болезненный порез. Белый котенок тихо, жалобно пискнул от неожиданной боли, но не отпустил кору, он продолжал держаться изо всех сил, прижимаясь к шершавому стволу всем своим маленьким дрожащим телом. Лучик прижался к нему, словно пытаясь согреть и поддержать. Дыхание их было тяжелым и прерывистым, сердце колотились где-то в ушах, но они выжили пока что. Внизу собаки не уходили. Они продолжали кружить вокруг дерева, время от времени подпрыгивая и злобно рыча. Их терпение казалось бесконечным, они не собирались отступать. Солнце тем временем поднималось все выше, и жара становилась невыносимой. Воздух дрожал от зноя, трава во дворе поникла, и лишь легкий, едва уловимый ветерок изредка шелестел листвой. Часы тянулись медленно, но постепенно собаки начали терять интерес. Одна за другой они отходили от дерева, садились в тени, лениво поглядывали вверх. В конце концов, устав от бесполезного ожидания, они начали разбредаться. Сначала одна, потом вторая, затем вся стая потянулась к калитке и скрылась за забором. Во дворе снова воцарилась тишина, нарушаемая только легким шелестом травы и птичьими трелями, но котята по-прежнему сидели на дереве. Теперь, когда опасность миновала, их охватил новый страх, страх высоты. Каждый раз, когда они смотрели вниз, их лапки начинали дрожать еще сильнее. Земля казалась бесконечно далекой и пугающей. Мышцы котят затекли от долгого напряжения, когти устали цепляться за кору, и они боялись, что в любую секунду могут сорваться. Снежок издавал тихие, жалобные звуки, похожие на плач, а лучик жался к нему, словно ища защиты. Силы стремительно покидали малышей. Передние лапы Снежка скользнули по коре на несколько сантиметров вниз, и он едва-едва удержался, отчаянно цепляясь задними. Лучик, видя это, еще крепче прижался к стволу, но его лапки дрожали от усталости. Казалось,
они так и останутся на дереве навсегда. Спустя некоторое время к дому, стоявшему рядом с этим двором, подъехал невзрачный, но ухоженный автомобиль. Из него вышел мужчина по имени Илья, местный ветеринар, владелец небольшой, но очень уважаемой клиники неподалеку. Он часто навещал знакомых, живущих в этом доме, и всегда заезжал проверить, все ли в порядке. Илья открыл калитку, шагнул во двор и уже собирался направиться к дому, как вдруг заметил в кроне старого дерева что-то белое и рыжее. Он поднял голову и увидел двух крошечных котят, которые дрожали на ветке и жалобно смотрели на него огромными испуганными глазами. Снежок выглядел ужасно, слабый, обезвоженный, с пересохшим носиком и свежим порезом на шее, из которого сочилась запекшаяся кровь. Лучик был чуть крепче, но тоже едва держался. Илья быстро принес лестницу, аккуратно забрался наверх и бережно снял обоих котят. Котята сначала попытались зашипеть и даже слабо царапнули его, но сил на сопротивление у них почти не осталось. Ветеринар сразу понял, без срочной помощи они не выживут. Он завернул их в чистую тряпку, отнес в машину и немедленно отправился в свою клинику. Там, в стерильной чистоте и тишине, он осторожно обработал рану Снежку, наложил повязку, осмотрел Лучика, согрел обоих и дал каждому теплую питательную смесь из маленьких бутылочек. Котята пили жадно, снова и снова, словно не могли поверить, что им действительно помогают, что они в безопасности. Первые несколько дней котята почти не двигались, только спали, просыпались, чтобы поесть, и снова засыпали, прижимаясь друг к другу. Иногда они тихо, надрывно мяукали во сне, будто все еще спасались от собак. Но Илья не отходил от них, он дежурил по ночам, следил за температурой и каждые 2 часа поил малышей. И постепенно чудо свершилось, силы начали возвращаться. Сначала котята неуверенно поднялись на лапки, потом сделали первые шаги по мягкой лежанке, а затем уже бойко бегали по всей комнате, с любопытством обнюхивая каждый угол. Их шерсть, некогда тусклая и спутанная, стала густой, мягкой и заблестела на свету. Глаза, которые раньше выражали только страх и боль, теперь сияли живой энергией и любопытством. Илья часто заходил к ним, гладил по головкам, чесал за ушками и разговаривал с ними тихим, спокойным голосом, рассказывая о том, какие они смелые и сильные. Котята привыкли к этому голосу, к этим теплым рукам и постепенно перестали бояться людей. Прошло несколько недель. Илья понял, что не сможет расстаться с этими маленькими существами, слишком крепкой стала связь между ними. Он забрал обоих котят к себе домой, в свой уютный дом на окраине города. Там у малышей появилось собственное теплое место у батареи, 2 миски с самым лучшим кормом и множество игрушек. Котята росли не по дням, а по часам, превращаясь в красивых, сильных и ловких котов. Белый Снежок сиял чистотой, а рыжий Лучик был ярким и подвижным. Характер у обоих был спокойным, ласковым и очень преданным. Они всюду ходили за Ильей, на кухню, в гостиную, даже в ванную, словно говорили ему: «Мы тебя ни за что не потеряем». Часто, когда Илья садился за компьютер или брал в руки книгу, коты вспрыгивали на колени, сворачивались клубочками и начинали тихо, убаюкивающе мурлыкать. Это мурлыканье стало для ветеринара лучшей музыкой после тяжелого рабочего дня. Со временем между ними возникла настоящая, глубокая дружба, которая не нуждалась в словах. И хотя эти коты когда-то были жалкими, бездомными и потерянными, они пережили много страха и боли, но теперь они жили в тепле, безопасности и любви рядом с человеком, которому были благодарны всем своим сердцем. Их история стала маленьким чудом, которое каждый день напоминает о том, что доброта всегда возвращается, и даже самые крошечные жизни могут спасти большое человеческое сердце от одиночества. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!